выключу запись. Приветик, добрый вечер. Давайте быстренько-быстренько подключайтесь, расскажу, что мы сегодня будем делать, чтобы я как можно скорее вам рассказала. Сегодня у нас снова теоретическая часть, и мы снова будем делать расчеты. Мы будем делать расчеты реглана и выреза. Опять все в квадратиках? Ха-ха, мне уже не смешно. Сегодня мы будем делать расчеты реглана и выреза. Я вам покажу, что же делать нам с нашими всеми петлями, как их вместе соединить так, чтобы у нас получились красивые регланные линии. Я обязательно покажу это все на своем примере, а вы уже с помощью всех своих данных, которые у вас имеются, я имею в виду плотность вязания, количество петель и так далее, ну, получится идеально, то есть вы все посчитаете, опираясь на свои расчеты. Так, пиксели, да, у кого-то все отлично. Если у кого-то что-то не так, я вам говорю серьезно, просто выключайте и переподключайтесь, заходите заново. Я, ну, за это всегда очень переживаю, вы знаете, я могу просто отвлекаться, и на ютубе потом будете смотреть со всякими обрывками, как я отвлекаюсь на то, что плохое качество, и сбиваюсь с мысли. Может быть, у девочек проблемы с интернетом, потому что у меня очень четкая картинка. Спасибо. Мне тоже так кажется, что и звук, и картинка еще зависит не только от меня, но и от вас. Я уверена, что от меня тоже что-то зависит. Может быть, какие-то неполадки в сети все это дают. Но в то же время я знаю, что очень многие пишут очень громко, а многие пишут очень тихо. И я понимаю, что дело, скорее всего, не во мне, потому что у всех было бы тихо или у всех было бы громко. Добрый вечер, добрый вечер. Ну что, я думаю, что нужно начинать, да, пока у нас все держится в порядке. Тем более я смотрю, что уже много девочек присоединилось. Фух, я, честно говоря, наелась горячего супа, который только приготовила, чтобы, чтобы поскорее поужинать и прибежать к вам. И немножко даже, так знаете, сейчас жарковато сижу, у меня еще длинный рукавчик. Фух, мне немножко воздуха хочется, надо было окно открыть. У вас только пряжи и мечта. Спасибо большое. Ой, вот, молодец. Кстати, уже вяжу рукава. Многие девочки, кстати, уже рукава связали, и мне уже скинули отчеты. Поэтому я думаю, что как раз сейчас будет, кстати, рассказать о реглане, а вы спокойно вяжите свои рукава, времени много, вы можете реглан попозже рассчитать, но на самом деле сегодня расскажу, чтобы уже с главной теоретической частью мы закончили. Мне кажется, дело в телефоне, смотря на какую камеру снимать. Вот на айфоне 3 динамика, и каждый динамик на свою камеру. Ну, понимаете, дело в том, что я же говорю, мне кто-то пишет очень громко, кто-то пишет очень тихо, кто-то пишет качество картинки супер, кто-то пишет качество плохое. Вот, поэтому я думаю, что дело не конкретно в моем устройстве, иначе бы у всех было мутно и у всех было тихо. Здравствуйте, здесь впервые, очень приятно на вас смотреть. Здравствуйте, Лариса, рада тоже вас видеть, как новенькую участницу. Все, давайте я камеру буду переставлять. Приветик, спасибо, превосходно выглядите, мне написали, спасибо большое. Буду камеру переставлять, вот Оля очень ждала реглан, пишет, потому что рукава уже связаны, я знаю, и надо поскорее закончить вязать кардиган. Так, все, сейчас будем делать расчеты. Если что-то собьется вдруг у вас, то, пожалуйста, пишите мне сразу, да, чтобы я понимала, что все плохо, и мне нужно эфир переключать или что-то типа того. Потому что могу заговориться и не увидеть, и не знать, что у вас там все плохо. А если уж прям совсем-совсем все плохо, привет, красотка, мне пишет, спасибо большое, приветик, то смотрите тогда на ютубе, ну, как бы ничего не могу поделать. Реально, я всегда из-за этого очень переживаю, но понимаю, что я не всесильна, и нам нужно пользоваться тем, что у нас есть. Так, давайте начнем. Первое, что мы должны сделать, сейчас еще немножко камеру поверну, чтобы листочек вот так посерединке был. Первое, что нам нужно сделать, это нарисовать все наши детали, которые у нас уже есть, друг за дружкой в том виде, в каком виде они у нас будут на спицах, если они у вас еще не на спицах, если вы их еще не перенесли. Так, я сейчас вяжу как бы их целиком, как они будут выглядеть в готовом варианте, а потом вам покажу, какие части нам нужно еще довязать. Итак, наша полочка выглядит вот так, в готовом варианте. Так, дальше у нас идет рукав.
Рукав я рисую немножко вот так, чтобы он немножко отличался от полочки. Следом у нас идет спинка. Так, все нормально. Я слежу. Дальше у нас идет снова рукав. Я его рисую опять таким же. И дальше у нас идет наша полочка. Вот так мы все нарисовали. Теперь я советую вам посчитать количество петель на спицах, а также взять все ваши расчеты, которые у вас уже сделаны, и посмотреть, сколько петель сверху у вас должно остаться. Сейчас мы будем с вами вязать реглан, то есть вот эти части нам нужно довязать. Вот эти части мы будем вязать все вместе. Вот я нарисовала розовеньким цветом. И вам нужно сейчас понять, сколько петель у нас находится сейчас на спицах. Вы обязательно первым делом считаете на своих спицах петли, а вторым делом берете расчеты и смотрите, сколько должно быть. Вот, например, я возьму расчет своего рукава. Смотрите, у меня написано: набираем 30 петель, и нам нужно прибавить 10 с каждых сторон. Сколько у нас всего получается, скажите мне, пожалуйста. 40 петель у нас получается на спицах. По 4 петли у меня ушли на мои подрезы. То есть я от 40 должна отнять 8, потому что подрезов 2. И по идее у меня должно на рукаве быть 32 петли. Правильно? Я думаю, правильно. Приветик, приветик, здороваетесь, приветик. Вот, я взяла еще раз, все посчитала, и у меня все сошлось. Ну, давайте я напишу, что есть что. Так, это полочка, это рукав, это спинка, это рукав, это полочка. Итак, на спицах сейчас у меня... Сейчас я буду записывать. Ой, почему оно зависло? Приехали, опять зависло. Я пока запишу количество петель, которые у меня уже есть. На полочке у меня 24. На рукаве у меня 32 петли. На спинке 46. На рукаве снова 32 и на полочке 24. Девочки, кто подключается, рассказываю дальше, не будем отвлекаться. Я записала количество петель на спицах. Я их записывала вместе с кромочными. Это петли с кромочными. Кромочные мы сейчас также будем провязывать. Они у нас тоже будут участвовать в вязании. Регланные линии, давайте я объясню. У нас всего их будет 4, как и в обычном свитере. Вот эту часть полочки мы вяжем с вот этой частью. Это у нас одна регланная линия. Дальше. Вот эту часть рукава мы вяжем с вот этой частью спинки, это вторая регланная линия. Дальше вот эту часть спинки мы вяжем с этой частью рукава вместе, это третья регланная линия. И вот эту часть мы с вот этой вяжем, это четвертая регланная линия. Ну, с этим все понятно. Теперь, что нам еще нужно? Нам нужно посчитать количество рядов и количество петель, какие ряды и петли нам нужны. Ну, я думаю, вы сразу догадываетесь, что вот здесь на спинке у нас 19 сантиметров. Я записываю, нам нужно узнать, сколько здесь рядов. И наш вырез и регланная линия. У меня и вырез и регланная линия по 25 сантиметров. Я запишу сюда на нашу полочку. Если у вас разные значения, запишите их обязательно. Пишу нашу плотность. Как обычно мы это делаем? Давайте фиолетовым запишу. В 20 петлях у меня 17 с половиной сантиметров, а в 20 рядах у меня 7 с половиной сантиметров. Мне нужно узнать, итак, в петлях сколько составляет 19 сантиметров петель, а в рядах 25 сантиметров. Я это все записываю. Так, все отлично. Пока все нормально. Беру калькулятор и считаю, как обычно. 20 я умножаю на 19 и делю на 17,5. Так, у меня получилось 21,7. Округляю до четного числа 22. Здесь 20 умножаю на 25 и делю на 7,5. У меня получается 66,6. Я оставляю 66, чтобы было четное
количество рядов. Готово. То есть мы посчитали, что здесь у нас сверху будет 22 петли, а длина регланной линии и длина выреза составляет у нас 66 рядов. Все, готово. Теперь нам нужно посчитать... Это мы записали с вами. 24, 32, 46 это количество петель. Это количество петель после подрезов. Я думаю, что с этим понятно. Давайте теперь будем решать, что делать с убавками. Первым делом нам нужно решить, где у нас будут петли регланной линии. Вы помните, что у меня, например, 3 петли. Так, регланная линия составляет 3 петли. Мне эти 3 петли нужно куда-то обязательно поместить. Это опять зависло. Я не знаю, конечно, какое-то дерьмо. Извините за такое слово плохое. Итак, регланная линия у меня составляет 3 петли, и эти петли нам нужно куда-то деть. Это очень частый вопрос, его часто задают, особенно сейчас. Что с ними делать, особенно если вяжутся узоры, нужно уже распределять раппорты. Я советую вам эти 3 петли, у меня этих будет 3, у вас ваше количество, поместить в то место, то есть они у нас должны быть либо на полочке и спинке, либо на рукавах. Поместить в то место, где петель больше. Вот на рукаве у меня 32 петли, мне нужно их убавить. Это петли, которые нам нужно убавить в этом треугольнике. А на полочке и спинке 24, ну на спинке, соответственно, должно быть в 2 раза больше. Вот, поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно обязательно найти то место, где петель больше. У меня на рукаве больше, поэтому я буду петли регланной линии оставлять на рукаве. Давайте сюда это все и запишу. У меня регланная будет линия на одном рукаве и на втором рукаве. Если у вас примерно одинаковая, так, запишу регланная линия. Если у вас примерно одинаковое количество петель, то вы можете распределить пополам. Например, 2 петли взять со спинки и 1 с рукава. Или наоборот, 2 с рукава и 1 со спинки. Это не имеет значения в принципе. То есть неважно, где вы поместите ваши петли регланной линии, но для того, чтобы у вас была более красивая регланная линия и более равномерные убавки, я вам советую ее оставлять на том месте, где петель у вас больше. Вот в рукаве у меня больше петель. Так, готово. Я думаю, еще такой вопрос. Так, петли с кромочными, да, это с кромочными. Я думаю, еще такой вопрос вас интересует. Почему на полочках 24, а на спинке 46? Потому что должно быть как бы 48, потому что мы умножаем 2. Но учтите, у нас полочки 2, и количество кромочных петель у нас всего 4. Раз, два, три, 4. А на спинке у нас 2 кромочные. То есть на спинке, как правило, должно быть да, верно, на полочках, как правило, должно быть на 2 петли больше. То есть если мы 2 полочки прибавим, у нас получится 48, ровно на 2 петли больше, чем на спинке. Вы обязательно за этим следите. Если у вас полочки равны спинке, то обязательно это все должно сойтись после того, как вы связали до подмышек. Такой нюанс. Ну что, давайте теперь наши убавки писать. Сначала мы разберем убавки на полочках. Так, я пишу убавки на полочках. Как мы это делаем? Это делается точно так же, как мы делаем обычно. Нам нужно узнать, сколько петель нужно убавить. Мы уже знаем, 24 петли нам нужно убавить с двух сторон. 24 мы делим на 2, получаем 12. То есть 12 петель нам нужно убавить с каждой стороны. 12 у нас по вырезу нужно убавить, 12 по регланной линии. Точно так же по регланным линиям на рукаве и на спинке. Но мы сейчас рассматриваем только 2 полочки. Спинку и рукав мы будем затрагивать позже.
Дальше, что нам нужно? Нам нужно узнать, через какое количество рядов мы должны делать убавки. Для этого мы берем количество рядов. Вот у нас 66, мы посчитали, это наши ряды. Количество рядов 66 записываю. Нам нужно поделить на количество убавок с одной стороны, то есть на 12. 66 поделить на 12. Помните, как я позавчера писала? 12 петель и 12 раз нужно сделать убавки, это одно и то же. Так, Саша, я ни разу не вязала реглан снизу. Ты будешь в прямом эфире соединять детали? Да, завтра мы будем это делать. 66 делим на 12. Я беру калькулятор, заново считаю, чтобы все у меня было правильно. 5,5. Примерно 5,5. Что это значит? Что примерно через 5-6 рядов нам нужно убавить 2 петли, минус 2 петли. Я в скобочках запишу, как я обычно это люблю делать, потому что я слежу только за лицевыми рядами. Примерно через 2-3 лицевых ряда. Как это посчитать? Просто поделить на 2. Примерно через 2-3 лицевых ряда. Все, мы полочки посчитали. Нам нужно убавить всего 12 петель с каждой стороны, примерно через 5-6 рядов. Всего 66 рядов у нас будет, или 33 лицевых ряда. Дальше, что мы делаем? Давайте посмотрим на убавки на спинке. Убавки на спинке должны быть такими же. Сейчас я вам буду это все показывать. Главное вам посчитать их тоже, чтобы у вас все сошлось, потому что если что-то где-то будет не так, то у вас криво-косо будут регланные линии. Спинка и полочки, они друг дружку отражают. Так, убавки на спинке. Сколько всего? Всего нам нужно убавить 46 петель. Я записываю 46. 46 делю на 2, чтобы узнать, сколько убавить с одной стороны. Но кстати, я неправильно записала, забыла один момент. Но помните, у нас сверху 19 сантиметров вот здесь, и нам нужно от 46 петель отнять количество петель сверху. То есть мы убавляем только вот эти треугольнички, а эту часть мы оставляем, мы не будем ее убавлять, потому что сверху у нас должен оформиться небольшой такой прямой полувырез, если можно так сказать. Поэтому давайте я это зачеркну, чтобы вы не смущались. Итак, 46 петель это всего. От 46 мы должны отнять петли выреза. 19 сантиметров. Мы не зря вот тут считали 22 петли, поэтому мы берем эти 22 петли, от 46 их отнимаем. 22 петли это у нас вырез. Сколько получается? Давайте я еще раз посчитаю на калькуляторе. 24. Получается 24 петли нам нужно убавить. И вот в этом моменте вам нужно обратить внимание на то число, которое у вас получилось. Оно должно в точности совпадать с вот этим числом, с количеством убавок на полочках. Если совпадает, то все отлично. И теперь мы делаем то же самое. Мы 24, упал колпачок. Мы 24 делим на 2. Получаем 12 петель, нам нужно убавить с каждой стороны. Это на спинке. То же самое, как видите, у нас было на полочках. 66 это количество рядов мы делим на 12, получаем 5,5. Примерно через 5-6 рядов минус 2 петли. Или в скобочках еще раз напишу, примерно через 2-3 лицевых ряда. Готово, это мы посчитали. Так, на 10 петель больше, а что именно? Что именно, говорите, пишите. У меня разница в 4 петли. Нужно проверить изначально, сколько набиралось на полочку и на спинку, потому что может быть такое, что на полочку набиралось немножко больше, чем на спинку. Когда мы делали расчеты, я тоже на это обращала ваше внимание. В этом нет ничего страшного, ну, как бы, если не совпадает, это, ну, вообще ничего страшного. Ну, вы понимаете, да, что я люблю математику, и все должно сходиться. Вот у меня сходится, я довольна. Если что-то не сходится, я ищу причину. И давайте теперь рассмотрим убавки. Я вот так разделю. Рассмотрим убавки на рукавах. Убавки на рукавах. Здесь они будут другие, потому что рукава другие по ширине. Вряд ли у вас что-то сойдется.
Так, а что с эфиром? Расскажите. Потому что был гораздо хуже эфир, я вам честно скажу, когда выкидывала через каждые, наверное, 5 секунд, а не 5 минут. Итак, убавки на рукавах. Считаем. 32 петли у меня всего сейчас. Помните, у меня здесь 3 петли регланная линия и здесь 3 петли. Я должна вычислить из 32 петель регланной линии просто для того, чтобы она у меня, ну, как бы не убавилась в конце. Потом в конце я эти 3 петли свяжу 3 вместе, у меня останется 1 петля на спицах, и я аккуратненько все это дело закрою. Эфир замечательный, у кого жуть, меняйте тариф. Спасибо, Людмила. Ну, может быть, дело не в тарифе, конечно. Так, спинка 64, полочки 32. Оля, ну, если есть желание, ищи причину, почему разница. Если нет, то не заморачивайся, вяжи просто дальше. Так, все хорошо, спасибо большое. Итак, если у вас регланная линия заходит на спинку, например, или на полочку, вы так решили, то вы отнимаете от количества петель, которые нужно убавить спинке, отнимаете количество петель регланной линии. У меня регланные линии на рукавах, я это решила сразу, поэтому от 32 я сразу запишу. 32 это количество петель, которые мне нужно убавить. Я отнимаю 3 петли раз и отнимаю 3 петли 2. Это регланная линия. Я сейчас запишу петли регланной линии. Так, ой, что-то у меня выпал калькулятор. 32 минус 3 минус 3 у меня получилось 26. Записываю 26. То есть 26 петель мне нужно убавить с двух сторон. Так, запишу убавить с двух сторон. С одной стороны, соответственно, 26 мне нужно поделить на 2. Несложно посчитать, получается 13. 13 петель убавить с каждой стороны. И теперь мы делаем то же самое. Мы берем количество рядов, оно у нас везде одинаковое, потому что регланные линии у нас одинаковые по длине. 66 я делю на 13, на количество петель, которые нужно убавить. И это не только петли, это еще и разы, то есть 13 раз нужно убавить. 66 делю на 13. Ой, не то, 66 делю на 13, получается 5,07, ну прям ровно 5. Записываю 5, то есть примерно через 5 рядов минус 2 петли. Или в лицевом ряду примерно через 2-3 лицевых ряда. Это я записываю, потому что мне удобнее именно по лицевым рядам считать. Так, если с регланной линии на спинке, то все сходится. Вот, Оля, видишь, отлично. Я же говорила, что нужно искать причину, она обязательно найдется. Так. Фокусируется. Опять плохо фокусируется. Все, в принципе, у нас все готово для того, чтобы нам начать наше вязание. Сейчас я хочу нарисовать нашу табличку, наши 66 рядов. Но 66 рядов это и лицевых, и изнаночных. Давайте я запишу. 66 рядов, а в скобочках 33 лицевых ряда. Давайте я их нарисую сейчас здесь, прямо на этом листочке, чтобы все было рядом. И мы распределим наши убавки. Я расскажу, потому что здесь, например, через 2-3 надо убавлять, тут тоже через 2-3 у нас получилось. Но все-таки хочу показать, как я это делаю, потому что я отмечаю и ту, и вторую часть. То есть и рукава отмечаю, и спинку отмечаю. Это важно, потому что у вас может быть разное количество рядов. Не 2-3, а гораздо... Ну, то есть здесь может быть через 5 рядов, а здесь может быть через 3 ряда. Поэтому сейчас я покажу, как я это делаю. Я рисую 33 клеточки, 33 лицевых ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 и 33 получилось. Нарисовала. Вяжем мы, как обычно, снизу вверх, слева направо. И сразу говорю вам, что первую убавку я делаю... Так, каким бы местом отмечать? Каким цветом отмечать?
фиолетовым. Сразу говорю, что я делаю первую убавку, давайте я поставлю пока точечку, делаю первую убавку примерно во втором ряду. То есть вот этот вот первый ряд у меня начальный, он как бы, знаете, чтобы въехать вообще во всю тему, чтобы одеть все петли на спицы, чтобы посчитать количество петель, провязать все это вместе с кромочными петлями, потому что кромочные петли мы включили вот в эти все петли. То есть немножко как бы понять, что у нас все в порядке. И после этого во втором лицевом ряду, здесь у меня только лицевые, я, ну, либо, в принципе, в третьем ряду, если говорить о 66 рядах, либо во втором, если говорить о 33 рядах лицевых, я делаю первую убавку. Смотрите, что я делаю. Я для себя отмечу, что, например, я точкой обозначаю убавки на рукаве. Точка — это убавки на рукаве. А, например, вот таким кружочком, ну, я так привыкла, я так всегда делаю, поэтому показываю, как делаю я. А вот таким кружочком я отмечаю убавки на полочках и на спинке. Это убавки. Это убавки. Убавки. Это убавки. Итак, я поставила точку. Мне примерно нужно через 2-3 ряда, вот здесь я записала в рукаве, делать убавки. Для этого я руку кладу, чтобы немножко фокусировалась, а оно все равно не фокусируется. Вот, поверну. Для этого я беру и считаю. 1, 2, первая убавка, 1, 2, 3, вторая убавка, 1, 2, первая. Через 2, 3, поэтому я так и считаю. 1, 2, 3, еще, 1, 2, еще, 1, 2, 3, еще. И так ставлю свои точки, считая. И сколько мне всего нужно сделать? 13 раз, видите? Поэтому у меня должно быть 13 точек. Я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот последняя моя убавка, последняя точка. Убавки у рукава я отметила. Теперь я беру вот этот свой кружочек и буду отмечать убавки на полочке и на спинке. Мне нужно сделать 12 раз, 12 убавок на полочке и на спинке. Я отмечаю, это моя первая, вторая, третья, четвертая. Почему я отмечаю в этих же клеточках? Потому что у меня тоже через 2-3 лицевых ряда. Примерно получилось так же. Я вам сейчас чуть позже покажу, что делать, если у вас все-таки есть разница и как это все рисовать. Мне главное нарисовать 12 убавок. Я рисую кружочки. Но здесь остановлюсь, потому что это убавка 13. Все, это мои убавки на полочках и на спинке. Потом, когда я дойду до конца, я все петли закрою. Я закрою петли вот эти 22, у меня будет петли, и у меня будут петли от регланных линий по одной. Я в последнем ряду свяжу 3 вместе, 3 петли свяжу 3 вместе. И все петли, которые у меня есть на спицах, я закрою. Они у вас будут обязательно, поэтому не волнуйтесь, если вам покажется, что вы не то убавили. Таким способом у вас будут очень равномерные, такие понятные, четкие убавки. Давайте рассмотрим случай, если вдруг у вас не сходится, если разное количество убавок. Ну, давайте я чисто вот, ну, как говорится, от фонаря напишу. Точками я обозначаю свой рукав, и, предположим, в рукаве мне нужно убавлять в каждом 4 ряду, а вот таким кружочком я полочку и спинку, полочки и спинку отмечаю. И, предположим, мне нужно убавки делать в каждом 5 ряду. Вот так. Что тогда делать? Мы рисуем нашу табличку. Я рисую, давайте те же 33 клеточки возьму. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь я уже на количество раз не смотрю, я вам хочу показать сам принцип. Количество раз вы тоже проверите у себя обязательно. Итак, в каждом 4 ряду у меня рукав. Я ставлю точку во 2 ряду и отмечаю дальше. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Готово. Поставила я свои убавки, опять же вяжем снизу вверх, слева направо. Дальше я буду рассматривать убавки на полочке и спинке. Кружочком отмечаю в каждом пятом ряду. Это моя первая. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут понятно, что они будут вот так отмечаться. Все, готово. Поставила я свои убавки на полочке и на спинке. Что я делаю, когда я вяжу? Давайте я возьму желтый, например, фломастер. Когда я вяжу, я провязала первый ряд, закрасила его, провязала второй. Я смотрю, у меня здесь и кружок, и точка, значит, я должна и на рукавах сделать убавки возле регланной линии, и на полочках, и на спинке сделать убавки возле регланной линии. Дальше вяжу, ничего не убавляя, потом смотрю, у меня одна синенькая точка, фиолетовая. Значит, я на полочках и на спинке ничего не убавляю, я просто вяжу прямо вверх, а на рукаве как раз делаю убавку. Следующий ряд у меня только кружочек, значит, рукава не трогаю, а на полочке и на спинке делаю убавки. Сейчас я возьму свой образец и покажу, что это значит. Вот, смотрите, это будут так выглядеть наши убавки. Это наша регланная линия. Ну, давайте предположим, это у нас рукав, а это у нас спинка. И поэтому вот когда мы дошли до точки, когда нужно сделать убавку только на рукаве, здесь по этой стороне я убавляю петли, а здесь я вяжу просто прямо вверх. Когда у нас и там, значит, я здесь убавила и здесь убавила в одном ряду. Когда у нас только полочка или спинка убавляется, здесь я вяжу просто прямо, а делаю убавку только с этой стороны. Вот, раз, два, три петли моей регланной линии, лицевая, изнаночная, лицевая. Таким образом мы вяжем наш реглан. Давайте я еще один момент рассмотрю, который тоже часто мне спрашивают вопросы. Так, у меня разница в 4 петли, так как в полочке я закрыла 4, а в спинке 2 раза по 4. Буду колдовать с регланной линией. Хорошо, хорошо. Оля, я думаю, что ты точно въедешь в что там и как, потому что, ну, всегда все делала идеально, и тут тоже разберешься. Добрый вечер, рада вас видеть, кстати. Так, рассмотрим еще такой момент. Давайте я тоже отделю чертой, чтобы вы понимали, что это разное, что это не одно и то же. У некоторых девочек, я нарисую сейчас только полочку, у некоторых девочек я видела, что на полочке, вот так я нарисую, чтобы было явно видно, это полочка. У некоторых девочек я видела на полочке длина регланной линии 25 сантиметров. Ну, у меня все мои колпачки попадали. А длина выреза, предположим, 20 сантиметров. То есть не одинаковая, как у меня, а разное количество. Что же делать тогда? Тогда нужно в первую очередь вычислить вот эту длину. То есть сколько со стороны выреза вязать прямо вверх. Здесь 5 сантиметров будет. И посчитать 25 сантиметров это 66 рядов, я посчитала, да, предположим. 20 сантиметров это у меня 54 ряда. И 5 сантиметров это у меня сколько будет? Примерно 12 рядов. Записываю 12 рядов. То есть смотрите, что я делаю. Я когда довязываю до подмышек, со стороны регланной линии у меня уже начинаются убавки, а со стороны нашего выреза я вяжу еще 12 рядов прямо вверх. Это все тоже нам тоже, ой, заговорилась, это все тоже нам нужно будет отметить в таблице. Я запишу, что здесь не 7, 6. 6 лицевых рядов. Это 6. Так, сейчас я дорасскажу и почитаю ваши вопросы. Итак, 66 мы записываем, мы считаем, через какое количество рядов нам нужно сделать убавки. 66 мы делим на 12, это количество убавок. Помните, да, предположим, что мне нужно, что у меня получилось ровно 12 петель, как было и у меня. 66 мы делим на 12, получаем 5,5, это у нас будет регланная линия. И точно так же количество рядов здесь уже 54.
мы делим на 12, потому что нам тоже 12 петель нужно здесь убавить. И у нас получилось 54 мы делим на 12, получилось 4,5. 4,5 это вырез. То есть здесь примерно, давайте я запишу, примерно в каждом втором, третьем лицевом ряду минус 2 петли, а в вырезе примерно в каждом втором лицевом ряду минус 2 петли. И точно так же я рисую свою табличку. Давайте я нарисую 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Те же самые свои 33 ряда нарисовала. И точно так же буду отмечать. Только здесь, кстати, такой важный нюанс. Каждую табличку вы должны рисовать отдельно для спинки, отдельно для рукава, в смысле для полочки, потому что у полочки есть вырез. Хотя можно все втулить в одну, но я сейчас показываю только полочку отдельно. С рукавами вы все понимаете. То есть у нас отдельно здесь только полочка. И, например, давайте я розовеньким, что ли, отмечу, чтобы вы понимали, что это разное. Такой фиолетовой точку я отмечу вырез, то есть убавки, напишу убавки на вырезе. А, например, кружочком буду отмечать убавки у регланной линии. Итак, что я делаю? Давайте я сначала запишу наш вырез. Помните, нам нужно 12 рядов, то есть 6 лицевых рядов провязать прямо вверх. Это у меня только лицевые ряды, поэтому я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот до этого момента мне в вырезе убавки делать не нужно. В вырезе у меня убавки начинаются дальше. Во втором, как обычно, ряду я ставлю точечку, и мне тут через сколько вырез в каждом втором лицевом ряду. То есть я начинаю расставлять точечки в каждом втором лицевом ряду. Это очень просто сделать. Расставила свои точечки, и теперь точно так же я расставляю кружочки, где убавки на регланной линии. Но помните, регланную линию мы сразу тут же начинаем убавлять, поэтому у нас убавка пойдет вот именно здесь, во втором ряду. Вот я нарисовала кружочек. И здесь примерно в каждом втором, третьем. Это второй, третий, второй, раз, два, три, третий, второй, третий, второй, третий. Я ставлю кружочки, которые означают убавки на регланной линии. Вот готово. Поэтому смотрите, если у вас вырез немножко меньше, чем длина регланной линии, вам нужно отметить петли, в смысле ряды, извините, ряды, где вот здесь убавок нет. Я запишу. Убавок нет у выреза. Вы должны отметить количество рядов, где у вас не будет убавок на вырезе. Убавки у вас пойдут дальше. Но в принципе вот эту табличку для полочки, 33 наших лицевых ряда, вы можете уже сразу, давайте я вот так отмечу прям. Вы можете уже сразу рисовать и заполнять. Можете как-то это отдельно отметить, но мне удобнее так. То есть убавки у нас начинаются чуть позже, через 5 сантиметров после того, как начинаются убавки на регланной линии. Ну вот это я все, что хотела рассказать. Еще один момент, давайте объясню. Если вы вяжете капюшон, то, то ваша полочка должна выглядеть вот так. Это регланная линия, а выреза у вас нет. Это, ну, давайте я нарисую, что ли, внешний вид. Регланная линия. Это полочки. Полочки, ну давайте я напишу вперед. То есть ваши полочки должны выглядеть так. Вот здесь у вас убавки не будет. Вот тут у нас идет убавка, да, как в нашем случае. Но если вы вяжете дальше капюшон, то у вас убавок здесь не будет. Точно так же, если вы вяжете без капюшона, и вам нужен просто прямой крой, тогда вы тоже вырез не считаете, и вот этой части у вас вообще, в принципе, в расчетах не должно быть. То есть вы считаете только регланную линию. Так, сейчас читаю.
Саша, когда мы вязали образец, то убавки делали по обе стороны от регланной линии. Если убавки делать не одновременно, хорошо ли это будет смотреться? Это будет по-разному выглядеть, да, но как бы на то это и кардиган, что с рукава внешний вид один, с полочек и спинки внешний вид немножко другой. Да, оно может меняться, и тем более, если у вас так получится, что через разное количество рядов вы будете делать убавки, но смотреться она будет нормально. То есть это нормальная ситуация, если вы будете делать убавки одинаково и на спинках, и на рукаве, и на полочках, на спинке, вернее, у нас спинка одна, то у вас в итоге вам нужно будет сделать так, чтобы рукав был шириной точно как полочка, иначе у вас просто ничего не сойдется. Вот, поэтому, чтобы все смотрелось гармонично, то да, вам нужно будет делать разные убавки, если у вас по расчетам так получится. Как убавлять с краю на полках, чтобы было ровно? Я поняла вопрос. То есть вот с этой стороны, где я рисовала, я уже забыла, с вот этой стороны, с нашей стороны выреза, я убавляю обычно вот как здесь. То есть у меня вот это идет моя, ну, как бы кромочная, да, предположим. И я вяжу 2 вместе именно в другую сторону. То есть у меня убавки, например, идут вот с этой стороны, они идут у меня влево, запуталась уже влево, а 2 вместе я вяжу вправо. Тогда более-менее хороший вид. Вы можете взять, опять же, связать образец с разными убавками, в какую сторону вы будете их делать, чтобы убедиться, что у вас все красиво выглядит. Вот, но в принципе получается хорошо, если делать это все равномерно, одинаково и, ну, то есть, если не халтурить, если не убавлять, например, вместе с кромочной, что тоже не очень выглядит, потому что будет ломаный край. Хотя, в принципе, можно и с кромочной. Но тут уже все зависит от вашего опыта, насколько хорошо вы в вязании себя чувствуете. Вообще, новичкам советую всегда образцы вязать. Вот почему мы регланную линию вязали, потому что с ней потом и проблем много оказалось у многих девочек. Точно так же можно и связать эти самые убавки, посмотреть. Можно прикольно также с краю, например, реглана петли 2-3 провязывать, а потом только делать убавку. Тоже может получиться хорошо, тоже можно пробовать. Супер, спасибо, Яна, не за что. Так, все, я вам рассказала, все. Про капюшон рассказала, или просто про прямой вырез, про вырез с разной длиной рассказала, про несоответствие, когда в рукаве в каждом 4-м ряду, например, а в полочке и спинке в каждом 5-м ряду, как рисовать таблицу, и мой случай весь разобрала от и до. Вроде все. Смотрите, еще один момент расскажу. Еще один момент расскажу. Предположим, давайте, что ли, тоже его нарисую. Предположим, это тоже такое может быть, кстати. Нарисую быстренько, чтобы тоже ваше время сильно не занимать этими всеми расчетами. Рисую быстро спинку, рукава и полочки. Предположим, да, у вас начинается ряд, здесь у вас или заканчивается, да, лицевой заканчивается и начинается лицевой. Или здесь заканчивается изнаночной и начинается изнаночной. Что делать, если у нас вот здесь такая несостыковка? Обязательно вы должны помнить, что у вас здесь есть кромочная петля и здесь кромочная петля. Я запишу, это кромочные. Тогда вы эти кромочные вяжете 2 вместе. И эти кромочные у вас начинают как бы выглядеть в виде одной петли, и она как раз у вас будет лицевой. То есть, если у вас здесь оказалось, вы набрали все петли на спицы, вот полочка, рукав, спинка, рукав, полочка, ну и так получилось. Может, не так посчитали, может, вы сделали это намеренно, чтобы у вас здесь, например, с изнаночной начиналась полочка, и здесь с изнаночной начиналась полочка. Вот. Ну и предположим, тут у вас все нормально, так и идет. А с каких-то сторон у вас получилось так, что 2 лицевые рядом. Тогда вы берете 2 кромочные, которые у вас одна кромочная от спинки, одна кромочная, так, кромочные петли, а одна кромочная от рукава. Вяжете 2 вместе.
Это 2 вместе. И у вас получается одна четкая петля, и тогда вы вяжете ее той, как раз которая должна стать между двумя лицевыми петлями. Я надеюсь, понятно объяснила. Круто, это же обалдеть можно, вы все рассказываете, как все сделать. Я и не мечтала о таком. Я раньше думала, реглан — это, извиняюсь, тупо убавки в каждом втором ряду и все. Спасибо. Спасибо вам, Наталья, за такой отзыв. На самом деле могут быть убавки тупо во втором ряду. И, в принципе, у многих почему-то получается именно так вязать. Но я люблю расчеты, я люблю, чтобы все было четко, чтобы я уже заранее знала, в каком месте сколько петель у меня будет. Поэтому советую вам тоже немножко, может быть, иногда, может быть, всегда делать так, как говорю я сейчас. Насчет этого понятно, я думаю, да, потому что в интенсиве есть девочки, у которых, ну, вот так получается. И они спрашивали: "Мне перевязывать? Что мне делать? У меня, наверное, там не сойдется". На самом деле с помощью кромочных вот эту штуку можно совершенно спокойно исправить, и это не будет ошибкой. Так, спасибо, все очень понятно, спасибо. Давайте тогда я, переменяю камеру и отвечу на ваши вопросы. Так, мы 44 минуты общаемся, отлично. У нас еще минут 15 есть для того, чтобы я поотвечала на вопросы. Так, готово. Ой, на ютубе полголовы моей только. Готово. Так, как выглядят подрезы в этом ряду? Не могу сообразить. В каком ряду? В первом ряду, который мы набираем, у меня подрезы просто закрыты. Если я сейчас покажу, конечно, то, что у меня сейчас на спицах, вы немножко в шоке будете, потому что ничего не понятно. Ну вот, например, мой подрез, я просто закрыла петли подреза. Думаю, что такое холодное на меня упало, это спицы. Думаю, вода какая-то разлилась. Вот, у меня петли подреза просто закрыты, поэтому я сейчас буду вязать все это вместе друг за дружкой, а петли подреза у меня рядышком. Где они? Тут? Хоть в каком-нибудь месте бы их найти. Так, тут у меня петля спала. Сейчас, вот. И вот, например. Вот, еще места, где подрезы. Вот, два подреза, они у меня просто будут вот так болтаться на спицах, а я буду продолжать вязать свои петли. Так, Саша, если на спинке вырез горловины делать, это вообще возможно или тут он не нужен? Если кардиган, он не нужен, потому что у нас здесь глубокий вырез и ничего никуда тянуть не будет. Если у вас глубокого выреза нет, например, ну вы хотите тут сделать вырез, то и на спинке нужно сделать вырез. Здесь можно вырез делать, конечно же, тогда вы просто, сейчас я вам нарисую. Вы просто его рисуете, ну вот так вот на спинке он выглядит. Вам нужно определить глубину его, например, вырез 5 сантиметров. Определить, сколько рядов, в 5 сантиметрах, предположим, 10 рядов. За 10 рядов вам нужно убавить, у меня в моем случае 22 петли, то есть это петли, которые соответствуют вот этой ширине. 22 петли по 11 с одной стороны, 11 с другой, за 10 рядов. Я рисую этот полукруг и расписываю все свои убавки красиво. Предположим, у меня сначала сразу уберется, ну, 3 петли, потом 2, потом по одной, и в конце можно через ряд по одной убирать. Таким образом. Главное, чтобы это не было треугольничком, чтобы это все-таки было полукругом. Про полукруг я рассказывала и когда мы платье вязали, я думаю, вы помните, и когда мы вязали реглан сверху вниз, тоже рассказывала, как эти все вырезы полукруглые, ну, примерно, как они выглядят. Росток нужен, если у меня кардиган узором рис. Если у вас вот такой вырез, росток здесь не нужен. Потому что, поверьте мне, все будет, за счет выреза все будет очень аккуратно сидеть. Если вас что-то смущает насчет того, что нет выреза, то спокойно можете его делать. Я вам говорю серьезно, и вообще, в принципе, я за то, чтобы вы, всегда это говорю, за то, чтобы вы сами включали свою голову и сами думали, как вам будет лучше. То есть, если вы считаете, что в данном случае все-таки лучше, тогда вы будете чувствовать себя спокойнее и лучше чувствовать себя, тогда, конечно же, берите и делайте вырез. Это не будет ошибкой 100%, это ваше решение.
Саша, ты вообще непонятно откуда с такими ценными знаниями вяжешь, как дышишь. Я не знаю откуда, правда не знаю. Вот, ну, может, не поверят, что я об этом говорю, но вот просто беру и делаю, не знаю. Вот просто взяла и рассчитала. И когда связала, поняла, что, ну, там, первый раз, когда вяжешь, понимаешь, что какие-то ошибки, где-то то не учла, сё не учла. Второй раз вяжешь, уже ошибки исправляешь, расчеты делаешь лучше. Часто люблю делать расчеты, походить пару дней. На третий день мне приходит какая-то мысль в голову, я понимаю, что я вот в каком-то месте что-то забыла, сразу бегу, дописываю. Точно так же, когда я делала расчеты на этот кардиган, тоже кое-что забыла. И потом, когда уже вяжу сейчас с вами второй раз, в первом кардигане этого не было, а во втором я это учла. Приветики, Олеся. Если у меня 4 петли кромочные, как мне их за один раз убавить в последнем ряду? Просто закрывайте петли, не нужно их как-то вот прям совсем, знаете, э, 4 петли вместе вязать. Просто все, что у вас останется, у вас тут останутся петли от регланных линий, от полочек, от рукава, петли спинки останутся. Вы просто все закрываете спокойно, совершенно не пытаясь там как-то это все уместить или уменьшить. Оно не должно сильно уменьшаться, потому что оно должно естественным путем здесь закрыться и как бы немножко даже заходить на сторону полочки, а так оно и получится. Добрый вечер, Саша, ВТО делать до вывязывания планки или после? Блин, до вывязывания планки. Не могу понять, до или после, какой правильный ответ, потому что в принципе, я представляю, планку мы вяжем после того, как вы сделаете ВТО, потому что нам нужно четко знать длину кардигана. Если мы сделаем планку до влажно-тепловой обработки, кардиган может вытянуться, планка будет, например, короче, а дальше по бокам и на спинке кардиган будет вытянутый. Это может быть красиво, и в принципе в каких-то вариантах это хорошо смотрится. Но если как бы делать все четко, осознанно, то, конечно же, лучше сначала ВТО сделать. Мы посмотрим, насколько длина кардигана изменилась или нет. И потом рассчитывать планку уже по готовому почти кардигану. Так, понятно с подрезами, спасибо, не за что. Спасибо, Сашенька, все понятно про вырез и вообще все ясно. Спасибо. Дар у тебя. У меня так в других сферах, как у Менделеева, во снах еще прикольно. Мне во сне много раз идеи приходили, серьезно. Причем такие, которые вот, ну, которые сложные. Я с детства помню случай, когда я бисером с детства увлекаюсь, и я себе всякие плела фенечки. Я до сих пор на пляже их ношу. Вот, и в детстве, когда мне было там лет 10, я не знаю сколько, не знаю, не помню, мне приснился сон, что можно сделать не просто плоскую фенечку, а фенечку с выпуклыми цветочками. То есть, чтобы она была не чисто по руке, а по руке, а цветочки были вот так выпуклые. Я нигде этого не видела, это не может быть такого, что я увидела и потом вспомнила. Ну, реально, нигде я этого не видела. Я сделала, и у меня есть такие фенечки, и это реально мне пришло во сне. Я проснулась, сразу побежала эту фенечку делать. Вот. А насчет, ты говоришь, дар, я считаю, что у каждого человека есть что-то такое, что у него получается вот просто без всяких знаний, без всякого обучения. Знаете, когда там годами к чему-то идут, что-то учат, и потом вдруг у них получается, вот мне кажется, это благодаря обучению. Но в то же время есть у каждого человека есть такая область, в которой он просто вот с нуля как-то спокойно себя чувствует, как рыба в воде. Вот. Уверена, что у каждой из вас не одна такая область есть, потому что, мне кажется, у творческих людей это все как-то более развито, что ли. Вот. Поэтому я думаю, что, может быть, моя сфера — это вязание, я тут более-менее разбираюсь просто без всяких мастер-классов. Хотя, вы знаете, иногда вот так попадаю на какую-то рекламу и какой-то мастер-класс, и просто хочется купить, чисто ради того, чтобы посмотреть, как другие делают. Потому что другие, если смотреть видео на YouTube, мне лень пересмотреть 100 видео, чтобы одно из 100 найти хорошее. Реально, я не смотрю видео на YouTube по вязанию. Вот. А чтобы купить мастер-класс такой прям
человека, которому, наверное, ты будешь доверять, посмотреть, как делает другой, чтобы совместить его знания со своими, вот это интересно. Но пока я, честно говоря, ни разу этого не делала. Я покупала один мастер-класс по вязанию крючком, когда училась вязать крючком. Больше я ничего не покупала. Но хочется иногда. Просто иногда кажется, что в то же время оно мне не сильно надо. Но, может быть, для развития своего, как вот вязального, для развития вязального мастерства, если можно так сказать, мне кажется, все-таки стоит и узнавать, как другие вяжут, чтобы все это еще больше объединять, еще большую картину и еще лучше понимать, что происходит. Так, сейчас я прочитаю. Класс, иногда хочется, чтобы тут как в скайпе общаться. Да, мне тоже хочется всех вас видеть. Да, у меня так английский и вообще языки. Вот, видишь? У меня наоборот, у меня с языками ноль. Сегодня первый раз в прямом эфире. Ура! Екатерина, поздравляю вас, приветик. Ого, сколько пряжи, глаза разбегаются. Спасибо. Ой, а мне вчера после эфира приснилось, что мы связали платье горчичным цветом. Я его меряю, смотрю в зеркало, а сидит оно идеально просто. Милана, класс, это мы вчера про горчичное платье разговаривали. Да, ржака, Яна. Вроде все сделала, сейчас скину ДЗ, надеюсь, без ошибок, потому что не успела смотреть сначала, но кое-что помнила из твоих расчетов, надеюсь, правильно. Мне кажется, Женя, все правильно, ты такой у нас уже супермастер в хорошем смысле этого слова. У тебя однозначно талант, умничка, спасибо большое, что делишься с нами, спасибо, Наталья, большое. Ой, вы впервые, я не знаю, как вас зовут, приветик, рада, что вы тут. Ну вот, два колпачка, короче, у меня упало, фломастеры без колпачков, один здесь. Вот он. В разные стороны попадали. Ну все, если вопросов нет, 55 минут, мы с вами, вот видите, снова ровно час. Что мы делаем? Мы делаем сначала расчеты. Зарина, приветик. Мы делаем расчеты, вот эти самые. Если у кого-то будут какие-то проблемы, пишите, будем вместе их решать. Вот. Затем, потому что такие расчеты я первый раз рассказываю. Расчеты, когда мы вязали спинку и полочки, там все легкотня. Я уже 100 раз рассказывала, как эти расчеты делать. Рукав тоже много раз уже рассказывала, как делать расчеты, как эти прибавки делать. А вот здесь это новое, что я еще не рассказывала, по-моему. Поэтому, может быть, что-то где-то будут какие-то вопросы, может быть, не успела что-то рассказать или забыла, хотя сейчас все время думаю и вроде все рассказала. Пишите мне, самое главное сделать вам расчеты и начинайте вязать вот этот свой реглан. Можете, кто не уверен, как вязать убавки на полочках, можете связать образец малюсенький. Вот прям совсем можете даже ни ВТО не делать, ничего. Чисто быстро набрали 5 петель, связали эти убавки, посмотрели, как они смотрятся. Если вас устраивает, готово, вяжете. Вот, ну, желательно, конечно, это сделать, чтобы уже были уверены, потому что, поверьте, если вы все эти петли наберете, начнете вязать и поймете, что вам не нравятся убавки на полочках, вот тут на вырезе, то все распускать будет очень грустно. Так, что я хотела сказать? Ну вот, делайте расчеты, вяжите свой реглан, скидывайте мне каждый день фотографии, те, кто участвует в интенсиве, того, что вы связали за день, все ли у вас получается. Как раз можете мне скидывать фотографию чисто регланной линии, чтобы я видела, что все без ошибок. Вот, кто еще это не вяжет, никак не может связать рукава и спинку и полочки, не волнуйтесь, у вас еще времени много, можете сделать вот эти расчеты, а потом спокойно продолжать вязать спинку полочки, рукава, то есть пока мы двигаемся в спокойном темпе, когда уже у нас останется последняя неделя, это вот еще много дней до конца этой недели, еще целых 4 дня. Когда у нас останется последняя неделя, тогда мы уже будем с вами ставить конкретные сроки для каждой девочки, которая не успевает, чтобы, ну, вы четко знали, к какому моменту у вас будет готов кардиган. Так, сейчас я прочитаю, что вы пишете, наверное, будем закругляться. Какой метраж на 100 грамм желательно для платья? Для платья я вязала... Ой, я не помню, какой там был метраж. Метров, наверное, 300 у меня было.
Я посмотрю, скажу. Первое платье, которое я вязала в 100 граммах, где-то так, наверное. Вот, хотя можно вязать и из толстых ниточек, то есть может быть метраж и 100 метров на 100 грамм, и 300 метров на 100 грамм. Неважно, самое главное, что все-таки это платье, и желательно вязать плотненько, чтобы ничего не просвечивало. Хотя это зимнее платье, в принципе, можно носить с колготами, и там точно ничего просвечивать не будет. Вот, но в то же время, если вы будете прям совсем жиденько и рыхло, то тоже не тот эффект будет. А можно вязать в 2 нити, если у вас тонкая пряжа, и вы как бы не очень уверены в том, что будет красиво. Саша, вы летнее платье, которое мы вязали в прямом эфире, сами довязали? Я про это рассказывала, нет, еще не довязала. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, Евгения и все. А я давно не была, прогуливала. Рада вас видеть, давно, кстати, не видела. Ой, Катя все пропустила. Ничего, на ютубе, я надеюсь, все нормально. Так, для свитера пряжа лучше всего какой плотности? Не хочется толстого ни свитера, ни платья. Если толстого не хочется, то примерно нужно, чтобы было грамм 250-300 в 100 граммах. Это тогда толстый не будет. Ну или меньше, но меньше это совсем малюсенькими спицами. Сашуля, столько пряжи на все разное или одного названия? На каждой полочке одно название, а так везде все разное. Очень люблю реглан. Ага. Сашуль, ты будешь использовать маркеры, как не заблудиться между полосками и рукавами? Я когда вязала первый реглан, я использовала вот такие резиночки, но мне они не понравились. Ну вот они такие кругленькие, я их надевала на спицы, но они очень неудобно, потому что они к спице прилипали и совершенно не двигались. Я до сих пор думаю, вот у меня завтра эфир, я до сих пор думаю, что мне использовать для того, чтобы разделять петли реглана. Вообще, в принципе, поначалу можно их разделять, чтобы примерно, да, все это видеть, запоминать. Потом, когда уже сделаете несколько убавок, можно убирать, потому что регланная линия будет видна четко, там ее тяжело потерять. Вот. Но если, опять же, новичок, и если не уверены в том, что вы найдете ее, ставьте маркеры. Вот. Ниточкой можно отмечать. Это самое элементарное, если у вас нет никаких приспособлений. Нитка есть у всех. Сегодня рукава начала. Все пропустила? Ничего. Потому что все ж на ютубе будет. Кромочную убавлять я сегодня туплю, все кручу. Смотря где. Если на полочке имеется в виду тут, лучше связать образец, чтобы понять, как это все выглядеть будет. Если внутри регланной линии, то мы кромочные тоже засунули в наш узор. И там кромочные есть. Так, скрепки цветные использовала. Да, вот, скрепки тоже хорошо, но у меня скрепочек нет. У меня школьников нет. Ладно, девочки, час уже мы проболтали, давайте будем прощаться. Завтра я покажу, как я это все на спицы надену и как я буду вязать первый ряд, покажу там что, как, где, ну, что успею, то покажу. Потому что все свои убавки я уже показывала здесь, и, в принципе, ничего нового по убавкам я вам не покажу. Единственное, просто покажу, как этот процесс я буду делать. Из пряжи можно сделать маркер узелком. Да, вот я про это и говорила, что если у вас нет никаких приспособлений, то ниточки у вас у всех есть, потому что вы все вяжете. Все, тогда пока. Пока, до завтра. Делайте расчеты, будут вопросы, пишите. Спокойной ночи всем, пока.